Мазур, директор компании Simple Sail. Знает о лодках все и даже чуть-чуть больше, чем хотел бы. По гороскопу – Скорпион. Привет. Привет. Опаздываешь? Как обычно. Катерина Василевич родилась в Подмосковье, выросла на Камчатке. Призер международных регат. Трижды яхтсменка года в Республике Беларусь. На берегу проводит времени меньше, чем в море. По гороскопу Овен. Хорошая погода для обзора Дифура 430-го. Круизная яхта Дифур 430 2022 года. Грот Lazy Jack, стаксель скрутка. Двигатель Volvo Penta 60 лошадиных сил. 4 каюты, комфортная вместимость 10 человек. Разыграем амплуа? Победитель будет искать недостатки, а проигравший будет пробовать найти что-нибудь хорошее в этой яхте. Ты победила. Я буду искать хорошее, а ты плохое. С чего начнем наше испытание? Начнем мы с вместительности лодки. Потом можно разложить стол. Обязательно, я думаю, протестируем духовку. Опустим, поднимем тендер. Ходовые качества. Выкинем человека за борт и посмотрим, сможет ли он забраться. Отлично. А вот и наши А гости. вот и ребята. Давай попробуем разместить 8 человек в кокпите с чемоданами. Привет. Привет. Вот наша лодка, Дифур 430. на которой мы отправимся в плавание. Смелее, ребят. На край трапа не наступайте. Фендермен. Фендермен родился на заводе резиновых изделий во Франции 3 сентября. Был отбракован и оказался в море. Приставал в маринах к яхтам, потом прибился к нам. С помощью жестов убедил съемочную группу, что является яхтенным экспертом. На лодку был принят в качестве высокотехнологического краш-манекена. По гороскопу второй слева. Ему надо помочь. Руку. Разместиться на кокпите 8 мужикам с чемоданами не так-то просто. Однако почти без труда 8 взрослых мужиков сделали это, оставив даже некоторое пространство для шкипера. Как ощущения? У кого не помещаются ноги, попы, плечи? Как удобно все разместились в кокпите. 4 человека с левого борта, 3 с правого. И чемоданы все. Ну смотри, я четвертая сюда не сяду. До стола мне не дотянуться. Стол не разложить, чемоданы мешают, спинки нету. Если вот это все двигать, ну, не знаю. Вот туда хочу сесть, не добраться до спинки мне совсем. Не надо тебе туда садиться, сядь на коленки. Он Ага. большой. И чемодан, пожалуйста, тоже, да? Вот так. Спорно. На всех современных лодках реально сейчас большие кокпиты. Я Ну. стою с чемоданами, и мне ничто не мешает. 8 человек прекрасно с чемоданами размещаются в Дифуре 430. Задача убрать все чемоданы, я думаю, тогда будет точно комфортнее. Они еще не знают, что скоро нужно будет кранцы куда-то девать. Не закроется. Все-таки осталось у нас 3 чемодана. 3 чемодана не так и много для 430-й лодки. Стандартная ситуация. Приехали гости с квадратными огромными чемоданами, хотя всем говорили, что нужно... Мягкие сумки. Проблема на современных лодках – мало мест для хранения. Тогда надо попробовать разместиться в каютах. Фендермен аккуратненько проходим. Присаживаемся. Оп. Я думаю, что даже тарелки сюда, если поставить, будет комфортно. Не поместятся здесь тарелки. Особенно с посудой, с салатом, еще с какой-нибудь едой. Значит, будете из одной есть. И Ну посмотрим. вот, допустим, если я сдвинусь, ты сядешь, и куда, и как вот вообще даже ложками двигать? Не, ну места много на лодке. 8 человек влезло сюда за стол.
Чемоданы на лодке – абсолютное зло. Пустой он, полный, его никуда не спрятать и в большом количестве на лодку просто не поместится. А колесики очень сильно убивают мебель. Поэтому альтернатива – мягкие сумки. Вынув все вещи изнутри, сумка уменьшается до минимального размера и помещается куда угодно на яхте. Оставшиеся чемоданы успешно распихали по каютам, и пришло время размещать гостей. Здесь необходимо представить еще одного участника команды, который сможет замерить на лодке все необходимые размеры. Встречайте! Василий – потомственный член экипажа, арендован в Международном бюро мер и весов как эталон. Его рост ровно 2 метра и 3 миллиметра. Уверен, что Бог создал яхту, а потом остальной мир. По гороскопу родился утром. В носовой каюте с лихвой хватило места и Василию, и Фендермену. Василий даже несколько позанимался спортом и, недолго думая, ушел в морской дзен. А вот в боковой этажерке со спортом и дзеном несколько сложнее. Василий и Фендермен, конечно, разместились в качестве эксперимента на спальных местах. Однако нетрудно догадаться, что пространство в такой каюте существенно меньше. В самую маленькую каютку мы поместили самых двух больших членов экипажа – Василий и Фендермен. Ну и вот и посмотри, как они помещаются по длине. Верхний нет, нижний более-менее, коленочки как поджимаются. Ну спать-то неудобно. А если на бок повернуться? Можно? Я вижу, они повернулись. А если под креном? Ты видел, какой здесь люк? Там же дышать невозможно. Да, с вентиляцией могут быть проблемы. Здесь, в принципе, узко, скрипит, торчит герметик, лампочка есть, но здесь одна розетка и даже нет USB. Зато есть простор для творчества, можно много чего сделать нового. Здесь даже не посидишь и книжку не почитаешь. Ты сможешь Представь использовать позу. ее как гардеробную. Храни здесь вещи и не заходи туда. Книжку ты можешь читать в просторном салоне или кокпите. Ну, в общем, не алё. Мы на 430-й лодке, ты, кажется, забываешь об этом. У нее маленький размер. И для такой лодки эта каюта вполне выполняет свои функции. Мне кажется, Фендермену там очень удобно. Уже можно выпускать ребят оттуда? Я думаю, пора, а то они там задохнутся. Добби свободен. Фендермен, береги голову. А вот Василию нормально, посмотри. Опа! Чтобы Василий не испортил прическу и не проломил потолок, решено было отправить его исследовать кормовую каюту. Высота в углублении кормовой каюты 67 сантиметров, и это неплохой показатель. Но вот пресс покачать с утра не такая уж и безопасная идея. Есть шанс набить шишку на лбу. В ширину спальное место аж 180 сантиметров. Так что для небольшого человека, который выкупит всю каюту целиком, это возможность ложиться спать хоть поперек. В такой каюте комфортно спать двум людям. Василий и Фендермен чувствуют себя вполне нормально. Что уж говорить о ведущих, которые, выгнав Василия в душ после комплекса физических упражнений, попробовали занять место в кормовой каюте. Сергей справедливо отметил, что если прижаться к Фендермену, то в принципе можно уместиться и втроем. Туалет. Начнем с самого главного, то, что мне нравится здесь больше всего. Тут есть веревочка. И здесь ты можешь развесить белье. Тебе не нужно на леера все вешать, все находится внутри. И с маленьким лючком оно будет отвратительно здесь сохнуть. А веревочка только в этом туалете. Зато не будет ржавчины, и белье не улетит у тебя. Смотри, сколько мест. Здесь очень удобно принимать душ и мыться. Тебе с твоим ростом. Ты спокойно развернешься. Дверка. Посмотри, как она крепится, все задевает, и еще невнятный крючок. Реально дребезжит, посмотри. Сними все. На волне. И вот это вот спать здесь вообще просто отвратительно. Без
спать здесь. Там, в каюте. Здесь никто не спит. Хватит дребезжать. Бесит, правда? Ну вот как спорить с тобой? Ты всегда права. И если включать душ, вот дверка будет портиться. Для этого вот эта дверка и нужна. А если не пользоваться этой дверкой, крупному человеку здесь будет неудобно, и потом дерево придется ремонтировать. Туалет расположен так, что сидя здесь, у тебя ни во что не упираются колено. Но при этом держатель для туалетной бумаги расположен крайне неудобно. Сядь на горшок и попробуй дотянуться до туалетной бумаги. Вот, дотянулся. Сворачивая руку. Слушай, ну можно сюда переставить, вообще нет никаких проблем. Ну, зато кнопки удобно нажимать. Сколько места. Смотри, какие большие шкафчики. Открой, пожалуйста, шкафчик. Пожалуйста. До конца, пожалуйста. Вуаля. И мы шкафчиком открываем воду. Отвратительная раковина. А представь, как ее мыть там внизу. Ты жаловалась, что у тебя в той каюте тебе не посидеть и книжку не почитать. Вот смотри, здесь очень удобно сидеть и читать книжку. Светло, дышится, руку можно положить. Ты мне еще поесть здесь предложи. Здесь даже 2 человека могут спокойно разместиться. Идея организации пространства все равно суперская. В плане дизайна и эргономики все офигенно. С габаритами согласна, но есть конструктивные недоделки, которые, все-таки... От 1 до 10. Сколько ты дашь туалету? 5. Угу. Тогда ничья. Чтобы включить свет, можно поиграть в Человека-паука. И получить травму. Вот этот ящик, Трогай его. решение же просто отвратительное. Не трогай его, не трогай. Вот, у тебя есть другие ящики, которые очень большие, и там все влезает. Ну а панель? Это вот я сижу и дотягиваюсь, да, сюда? А если человек заходит, нужно пробраться через весь диван, чтобы нажать кнопку. Еще если в дождь, сидишь ты в мокром непроме на светлом диване и пытаешься в рацию разговаривать. А чтобы увидеть отсюда приборы, это как надо вообще изогнуться? Можно сюда посадить отдельного человека, который будет заниматься только тем, чтобы можно... Ну, конечно, матросов мало не бывает. 3, 2, 1. Зато места много, комфортно. После травмы можно полежать, стол разложить. Пригласи еще 2, чтобы они тебе опустили этот стол. Готовы? Время пошло. «20 секунд. Отличный темп. 40 секунд. Так, Василий, ложись. Стоп. Отличный результат. 56 секунд. Резюме. Ты попробуешь? Получить удовольствие в этом салоне. Давай так. Комфорт победил. С точки зрения яксинга и практичности абсолютно проигрыш. Опять не то, не сё. Дюфур. На борту установлен 2-литровый 4-цилиндровый Volvo Penta D260. Это новые двигатели, появившиеся в 2019 году. Как и у всех однокорпусных яхт, доступ к двигателю осуществляется из обеих кормовых кают, а также с фронтальной части. Здесь достаточно удобно, можно поменять импеллер, и доступ к проверке уровня масла тоже отличный. Я больше предпочитаю Янмары, они более надежные, но D2 отлично справляется.
Добытчик. На обед картошка, капуста, Чтоб грудь росла. курица, рыба и мясо. Все это мы приготовим в духовке. Обратила внимание, какой большой холодильник на 430-м дюфуре? Как неудобно получилось снова. Очень удобно, из туалета можно дотянуться до холодильника. Но с горшка не дотянешься. Неудобно. Неудобно что? У тебя одновременно будет все открыто? У меня нет, но есть же еще члены экипажа. Одному в туалет, другому плавки поменять. А в холодильнике не всегда открыто. Нет, есть такие члены экипажа, у которых только задница из холодильника вылезает. Слушай, а нижний когда это смотрим? Открывается нормально. Нормальный холодильник. Какая поверхность. Но сюда особо ничего не поставишь. Стакан? Улетит. Согласен. Тогда убираем. Здесь мусор. Тут можно Объемная. раздельно собирать мусор. Устанешь мешки выносить. Картошка. Так, картошку сюда. Здесь помпа у нас, огнетушитель. Удобно до помпы добираться. Если что произойдет, можно всегда починить. Очень легко. А если жестяную банку подставить, то она разобьет помпу на волне. Поддерживаю. Смотри, какие неровные потолки. И держаться неудобно. А если грязными руками браться, например, готовишь что-то жирное или еще что-то, вся эта деревянная поверхность умрет. Чтобы руки не были жирными, у тебя здесь соленая и пресная вода. Одну пить, другую мыть. Только не перепутайте. Мы должны устроить тест духовки. Приготовим курицу, рыбу и мясо. И посмотрим, сумеет ли духовка запечь и приготовить все это за час. Потому что, как ты знаешь, на многих лодках духовки практически не работают. Ты можешь 3 часа сидеть ждать. Вентиляции нет. Если что-то готовить, все это будет находиться в салоне. А вот этого маленького лючка совсем не хватает. А вот чего в избытке на кухне, так это всевозможных шкафчиков для всякой утвари и для продуктов, не требующих хранения в холоде. Ну, скажи честно, камбус тебе нравится или нет? Исполнение, конечно, так себе, но в целом кухня удобоварима. Большой удобный камбус. Очень много места. Женщина здесь будет идеально смотреться, вписываться. Идеально я буду вписываться на баке, когда буду загорать. А ты будешь идеально вписываться в эту кухню. Находясь внутри лодки, меня не покидает ощущение, что лодка мне нравится. Здесь все отлично организовано. Комфортно, светло, эргономично. Лодка просто супер, по моему мнению. Но как только ты начинаешь присматриваться, ты обнаруживаешь огромное количество каких-то ошибок и недоделок. Да. Дьявол кроется в деталях. Действительно, достоинств и недостатков мы нашли много. Но какой мы можем сделать вывод? Ни рыба, ни мясо. Вот, а рыбу и мясо мы как раз сейчас и приготовим. Одинаковые формочки, почти одинаковый вес. Такой тест для духовки, вероятно, идеален для объективного результата. Мясо, курица, рыба. Базовый набор любого яхтсмена. Сегодня взяли тунца. Я бы не сказал, что это высокая кухня, но будем считать, что это полевые условия, кулинария в суровых яхтенных условиях. На скорость. Ой. Кто первый защелкнет? Я. Safety first. Безопасность прежде всего. Вдыхаем Пропускаем безопасность стресс. через себя. Василий, да. Ты тогда на баке отдаешь муринги. А можно я пойду загорать? Катерина, будь добра, с левого борта швартов приготовь к отдаче. Заводим двигатель. Очень удачно и удобно расположена панель управления здесь. Екатерина, как считаешь? Ты мне сказал, что сделать? С концом повозиться. Я возилась с концом, а ты мне с панелью. Можешь и делать, и общаться? Я могу. Давай так. Панелька тебе нравится? Ну, ничего. Автопилот где? Все. Ну, вот такая у тебя панель. А, все здесь. То есть отсюда, с одного поста, ты можешь управлять полностью всем. И электроникой,
и веревками. Сюда у тебя гейкошкот выходит, это немецкая система. Погода отличная, будем отправляться. Сначала отдаем левый швартовый, муринги все бросаем, и я на правом пробую оттягиваться немножко. Я отдаю? Да, у нас же нету подруливающего устройства, поэтому надо, чтобы лодка отошла. Левый чист? Поехали. Очень удобные штурвалы. Кстати, лодка вообще нормально управляется. На Мне переднем-то нравится. ходу, да. Такая легкая, чувствуется легкость. Бытия? Здесь буквально немножко ручку газа, и все, и она поехала. Василий, ничего, что я к тебе лицом? Ничего. Несмотря на то, что Василий отбрасывает тень на приборы, они работают не менее эффективно и информативно. Пост управления находится по правому борту. Здесь ручка управления газом. Панелька небольшая. На панельке у нас тахометр с моточасами, стоп двигателя и автопилот. Мне вот здесь не хватает карплотера, потому что хочется видеть, куда ты едешь. А тебе знаешь, как придется? Вот так смотреть, Да, потому что он маленький. нужно смотреть влево, и те, у кого зрение не очень, им плохо разглядеть что-то. И для того, чтобы что-то там сделать, нужно туда ползти. А если плохая погода, дождик у нас идет, волнишка, соль, то все падает на карплотер. И получается, что вот это вот ползание не очень удобно. Ну так на большинстве лодок, поэтому можно сказать, что это нормальная история. Хотелось бы здесь пост побольше. Ну или, знаете, такую наставку какую-то. Вот сюда можно что-то приделать, но оно шатается, не сильно надежное. И это уже надо самому выдумывать. Ну, можно тогда держатель для планшета. Но если я иду под парусами, компас у меня там, один прибор у меня здесь, и мне абсолютно не нужно показания движка здесь. И тахометр, и, в общем-то, панель управления движком мне не нужна. Правильно, их можно выбрать в другое место. Я бы сюда что-то вот более нужное, наверное, и удобное поместила. То есть ты хочешь поставить сюда больше репитеров, которые будут давать дополнительную информацию? Да, на мой взгляд, их не хватает. Я думаю, что лодка делалась для хождения под парусом. То есть не нужно залезать в салон, не надо сюда спускаться, там нечего делать. Поэтому у нее стаксель автомат? Это нет, не автомат. Здесь у нас классическое вооружение. Я тебе говорю, лодку делали для того, чтобы ходить под парусом. Вот здесь у нас подставка. И если мы идем под креном, то ты можешь упираться. Что тоже удобно. Если под парусами идти, хочется сюда какую-то под спинку, какую-то подушечку. Обычно жилеты подкладывают. Слушай, ну на многих лодках некомфортно находиться за штурвалом сидя. Как идет по двигателю, мне нравится. У нас сейчас 1200 оборотов, а скорость 3,9. 3,9. Давай попробуем увеличить обороты и посмотрим, сколько мы разовьем узлов. 1500 оборотов. Скорость 4,4. 2000 оборотов. Вася, держись. Ты достаточно резко поворачиваешь, а лодка, смотри, да, не наклоняется сильно. Нравится 6,5 узлов, 2000 оборотов. Реагирует руль на вибрацию пера. Итак, давай поставим на круизные обороты, 2300, допустим. Ну и едем мы 7,2. 7,3. 7,3 узла, это мало. Мощный двигатель здесь для такой лодки. Я думал, 8 будет без У проблем. меня в груди мощный двигатель, а тут нет. Мотор. Так, давай дадим максимальные обороты, как будто нам нужно срочно куда-то попасть. Двигатель развивает максимум 3000 оборотов. Но руль прям просится, он прям вот влево тебя уводит. и Это же всё. супер, нет? Дай попробую. Да, есть вибрация. Поставим на автопилот. 8,6 узлов мы развили. Резюме посту управления. Скудно, Удобно. не информативно. Сдаюсь. Ты катаешь меня на лодочке. Хочешь, я покажу тебе компас? Покажи мне компас. Слушай, вдвоем на лодке легко управиться можно. Мы с тобой любой управимся. Ветер слабенький, но это отличный тест для такой лодки, как Дюфур, потому что сильный ветер любой может идти под парусом. Попробуйте в слабый. Говорят, Дюфуры хорошо ходят. Да. Ты бы справилась одна? Я, да. Насчет других не знаю. Выйдя из марины, пришло время убирать кранцы. И тут же оказалось, что все не так уж и просто. Кранцы в рундуке.
Сумки свои в каюты надо. О, Васина сумка полетела. Человек за бортом! Спасательный круг в воду! Фендермен в силу своей экспертной компетентности не нашел спасательный круг, но решил не оставлять товарища в беде. Как обычно! А вот и место для кранцев появилось. Вдруг Приготовиться по левому борту. Будем забирать Васю. Он у нас будет ближе к корме. Приготовить багор. Я думаю, что нам нужно провести эксперимент. Давай Представим сумочку. такую ситуацию, что Василий выпал за борт, а на борту никого нет. Сможет ли Василий забраться на яхту без дополнительной помощи? за ручечку. Прелестно, спасибо. После спасения сумки Василия начался тест. Сможет ли член команды самостоятельно забраться на яхту? Тем временем Фендермен профессионально выгуливал Тузика и размышлял над значением этого имени. Дело оказалось непростым. Василий несколько раз пытался с разных сторон лодки забраться на борт. Примерно через 2 минуты с невероятными усилиями Василию улыбнулась удача. Он смог забраться на лодку. Остается напомнить, что съемочная группа не рекомендует самостоятельно делать подобный эксперимент, так как он выполнен профессиональным членом экипажа с соответствующей подготовкой. Ничего себе. Фендермен, тендер поднимаем на борт. Так, ага. У тебя получится. Вверх. Во-во, и на себя. Отлично. Вот так. Ах, хорошо. Что-то у нас все складно-то выходит. Значит, лодка хорошая. Это люди хорошие, не передергивай. Устал. Я бы его накормил. Фендермен поработал. Какой хлипкий столик у нас. Фендер питается 3 раза в день 3 разными блюдами. Рыба с картошкой, мясо с картошкой и курица с картошкой. Если его не накормить, он будет злой. Молодец, убрал, чтобы не запачкать. Мы держали ровно в час в яхтенной духовке. Картошка приготовилась и курица тоже. Готово? Мясо. Слушайте, мясо тоже готово. Вы представляете, мы думали, что духовка не приготовит за час абсолютно ничего. Так, а рыба? И рыба готова. Удивительно. Фендер, что ты больше любишь? Мясо больше любит. И яхтенная духовка прошла тест. Но я удивлен. Я честно удивлен. Даже приятно удивлен. Каждое утро на яхте начинается одинаково. Вот, кто-то пошел в туалет. Работает туалетная помпа. 40 децибел. А теперь он пошел в душ. Слышите? Звук немножко тише. 20 децибел. Так работает душевая помпа. Но все уже проснулись. Доброе утро. Но все громче шумит двигатель. На 2500 оборотах 100 децибел. Это в кормовых каютах. В носовых немножко потише. Но разговаривать все равно приходится громко, чтобы услышать друг друга. Гик расположен достаточно низко, и даже с моим ростом удобно работать. Давайте поставим грот. Люк должен быть закрыт, чтобы не свалиться туда.
Василий, потрави, пожалуйста, гротофал. Поднимаем грот. Грот на этой яхте классический. Это понравится любителям ходить под парусами. В отличие от грота скрутку, у него более хорошие характеристики. Это значит, что яхта будет быстрее идти. Вообще дифуры хорошо ходят под парусами. Эти яхты любят те, кто гоняются в любительских регатах. Сколько здесь рифов? Раз, два рифа. Проверим натяжение передней шкаторины. Хватит, ветер у нас сегодня слабый, поэтому сильно выбивать ее не будем. И поставим стаксель. О, вот и ветер появился. Скорость 1,5 узла. Бывает так, что приходится швартоваться одному, потому что экипаж устал или просто не умеет этого делать. Я бы не назвал это тестом дифура, это, скорее всего, тест меня. Потому что все зависит не только от лодки, но и от квалификации шкипера. Но в любом случае, тест мы этот проведем. Заходить будем кормой. Поэтому для того, чтобы она хорошо управлялась, ей нужна скорость. Погода для швартовки идеальная. Ветра практически нет, поэтому все будем делать спокойно. Необходимо контролировать скорость и положение лодки. Конечно, в идеале знать, как лодка слушается руля, куда забрасывает корму во время включения винта. Поэтому иногда бывает, что можно просто потренироваться на свободной воде, походить кормой и посмотреть, как яхта реагирует. Мы уперлись кранцами левого борта в другую яхту, но это не проблема для нас, а наоборот помогает нам ориентироваться. Главная задача – это зафиксировать яхту. Ну, давайте попробуем кинуть веревку и подтянуть корму. Яхта без подруливающего устройства. Если бы у нас было подруливающее устройство, то, конечно, удобнее было бы швартоваться. Неважно, как вы в самом начале вяжете швартовы. Самое главное – это зафиксировать яхту. После того, как вы это сделаете, вы уже спокойно сможете все перевязать. При работе с мурингами не забывайте, что у вас есть винт. И если муринг попадет на винт, то вы не сможете пользоваться двигателем. А это уже совсем плохо. Поэтому можно вот так сначала выбрать основную длину муринга и уже потом двигаться с ним спокойно на бак. Таким образом уменьшается вероятность намотки на винт. Можно сказать, что мы пришвартовались, потому что яхта зафиксирована. У нас есть один муринг, второй мы поставим чуть позднее. 2 швартовых у нас сейчас на утках. Криво, косо, но в любом случае яхта стоит. И наша задача по ее фиксации в определенном положении, чтобы она никуда не уехала, ни обо что не ударилась и никого не ударила, задача эта выполнена. Поэтому пришвартовать дифур одному вполне возможно. А теперь давайте подтянем швартовы, ну и зафиксируем их как нужно. Сергей также в одиночку подтянул швартовы и поставил трапик для схода экипажа на берег. Однако на этом эксперименты не закончились. Настало время имитации дождя. На многих яхтах, когда идет дождь, спрей-ход и бимини не всегда помогают, потому что вода везде. Сейчас мы проверим наш дифур, справляется ли его спрей-ход и бимини с дождем. И в этом нам поможет Василий и шланг. А фендеры мы оставим тут. Сейчас идет имитация дождя, и на меня уже капает. Вода течет вот здесь по водоотливным каналам, и все на баночке в кокпите. Получается, моя 5-я точка уже мокрая. На баночке и на булочке. Надо посмотреть, как фендер. Сухой. А Екатерина сидит, как ни в чем не бывало. Но вот тут, где сидит фендер, можно находиться во время дождя. Главное, чтобы не было... Там прям поток воды. Да, главное, чтобы не было сильного ветра, наверное. Ну, в общем, вот, вы увидели. Можно сказать, что он не сильно помогает. И все из-за неправильно расположенных водоотливных каналов. О, у меня тоже потекло.
Последний водяной тест. Нам необходимо проверить, как справляется карплодер, когда на него попадает вода. А он не справляется, смотрите. Я не могу включить ни один экран. У меня мокрые руки. Вот мы пробуем куда-нибудь приземлиться. Очень плохо реагирует. Карплодер тест не прошел. Им практически невозможно пользоваться, когда идет дождь или мокрые руки. Но это больше вопрос не к лодке, а к Сеймарину. Как тебе яхта? Хорошо, комфортная, не очень качественно сделанная. Я думаю, что в чартере она проработает еще год-два и все. Меня поразило, что лодка прошла действительно все испытания и справилась. Но для активной эксплуатации она, конечно, не подходит. Частно идеально. Думаю, да. Время от времени можно использовать ее в любительских гонках, потому что ходит под парусом, она на самом деле хорошо. В целом, брать ли такую лодку в чартер, либо покупать, решать вам. Решайте.